Здравствуйте! Тема сегодняшнего выпуска – телевидение. И, как вы понимаете, речь пойдет не об одном из видов средств массовой информации, а об американской панк-рок-группе телевидения, о ее творчестве, об ее альбомах. Эта нью-йоркская группа на сегодняшний день считается одной из самых влиятельных групп в развитии панка и альтернативного рока. Хотя, если вы читаете в средствах массовой информации рассуждения об этой группе, какую-то информацию о ней, то постоянно возникает вопрос, а насколько она была панковской. Конечно, они присоединились к панк-рок движению, начиная с 1973 года. И они даже скрестили панк-рок с арт-роком. В период своего рассвета группа Television смогла трижды разместить свои песни в топ-40 синглов Великобритании. И вообще это было удивительно. Группа была намного популярнее в Великобритании, нежели у себя на родине в Соединенных Штатах. И мы в этом выпуске об этом поговорим и рассмотрим, какова же причина подобного положения. Хотя группа Television не имела большого, скажем так, всемирного успеха или большого коммерческого успеха у себя на родине или вообще в мире, тем не менее, эта группа считается одной из самых влиятельных групп, которые внесли огромный вклад в развитие рока как в Соединенных Штатах, так и в общем на мировой рок-сцене. Один из основателей группы, Томас Миллер, родился 13 декабря 1949 года. Его отец был литовского происхождения, первоначальная фамилия Милишаукас. Мама Тома имела польское происхождение. Том на фортепиано учился играть с детства, любил симфоническую музыку, а в 1963 году взялся за саксофон после того, как услышал пластинку Стэна Гетца. Его вдохновляли джазовые саксофонисты, такие как Джон Колтрейн и Альберт Эйлер. Более позднее музыкальное влияние оказали записи электрического периода джазового музыканта Майлза Дэвиса. После того, как Томас прослушал у своего брата-близнеца Джона песни Rolling Stones и другие современные рок-записи, Миллер стал подумывать об игре на гитаре. «До этого момента гитара была для меня дурацким инструментом», – вспоминал в интервью Том. «Эти записи заставили меня подумать, что гитара может быть не хуже джаза». Уже к 1966 году Том стал неплохо владеть игрой на гитаре и задумывался о создании своей собственной группы. Семья Тома отправила Миллера и его брата-близнеца Джона в подготовительную школу Сэнфорда, частную школу-интернат в Хоккесине, штат Делавэр. В школе-интернате Уилмингтона Том Миллер встретил Ричарда Майерса. Они были соседями по комнате и стали близкими друзьями. Они предприняли попытку сбежать во Флориду, и школу Сэнфорда так и не закончили. В 1968 году Миллер воссоединился с Майерсом, который переехал в Нью-Йорк и жил в Гринвич-Виллидж. Парни мечтали стать известными поэтами, и в какой-то момент они вместе опубликовали книгу под псевдонимом Тереза Стерн. В наши дни оригинальные издания этой книги продают по цене от 1000 до 2000 долларов. Что касается музыки, парни, посмотрев группу New York Dolls, решились на создание своей группы The Neon Boys с Ричардом Майерсом на басу и Фикой в качестве барабанщика. Эта группа просуществовала недолго, с конца 1972 года по 11 марта 1973 года. Тем не менее, хотя уже и после распада группы, но в 1980 году вышла 7-дюймовая пластинка с 4 песнями. Вышла она от имени двух групп – Richard Hell and Voidoids и The Neon Boys. На первой стороне 2 песни от Richard Hell and The Voidoids, а на другой стороне 2 песни от The Neon Boys. А в 1990 году и в 1991 году даже выходили переиздания этой пластинки, и еще были неофициальные издания. 12 марта 1973 года группа The Neon Boys реформировалась, сменила название на Television и наняла Ричарда Ллойда в качестве второго гитариста.
Еще в средней школе в 11 классе Ллойд решил, что станет известным гитаристом. И поэтому перестал приносить в школу свои учебники и домашние задания, вместо этого принося электрогитару в твердом кейсе. Когда учителя спрашивали его, где его учебники, он указывал на этот кейс. Когда его попросили открыть кейс, учитель сказал: «Я не вижу там никаких книг, только электрогитару». А Ллойд ответил: «Это книга, которую я изучаю». Ллойд сдал все экзамены, но ушел еще до окончания учебы, потому что не верил в дипломы и считал, что наличие аттестата средней школы не принесет ему никакой пользы в его стремлении к музыкальному бизнесу. Ричард Ллойд вспоминал свои впечатления, когда впервые увидел играющего Тома Миллера. У него что-то было, но чего-то ему не хватало. И то, чего ему не хватало, было у меня. Я тоже что-то упустил. Но чего мне не хватало, было у него. Ричард Майерс не особо охотно взялся за бас-гитару. Как вспоминал Ричард Ллойд, Хелл считал, что играть на басу с Томом Миллером – это как ходить к дантисту. Авторство нового названия группы приписывают Ричарду Майерсу. Здесь была игра слов «рассказать видение». Ну и, конечно же, отсылка к доминирующему средству массовой информации той эпохи. Первое выступление группы состоялось в Townhouse Theatre 2 марта 1974 года. Парни вышли на сцену с грубо остриженными волосами и рваной одежде, сколотой булавками, что отражало их постоянную нужду. Этот стиль внешнего вида был вскоре экспортирован в Англию Малькольмом Маклареном, менеджером Sex Pistols. Ричард Майерс переименовал себя в Ричарда Хэлла. Том Миллер взял сценический псевдоним Том Верлен в честь французского поэта-символиста XIX века Поля Верлена. Сам Том касательно своего сценического имени говорил, что источником вдохновения был не поэт, а просто Тому понравилось звучание этой фамилии. Менеджер группы Терри Орк убедил владельца клуба CBGB Хилли Кристалла позволить группе регулярные выступления в его клубе. Клуб находился в нью-йоркском районе Бауэри. Было очень мало мест, где можно было играть. И негде было играть, если ты играл оригинальную музыку, вспоминал Ллойд. Это то, с чем мы столкнулись. Если вам повезет, вы можете раз в 6 месяцев получить начальное выступление в Bottom Line или что-то в этом роде. Быть местной группой, исполняющей оригинальную музыку, было просто неслыханно. Внезапно у растущего общества музыкальных бунтарей, возникших в Нью-Йорке, появился дом. Рамонес принесли панк-рок. Talking Heads дали слушателям почувствовать вкус художественной школы. Блонди в полной мере принесла необходимую рок-н-ролльную сексуальность благодаря потрясающей солистке Дебби Харри. В своем роде это было идеально, вспоминал Ричард Ллойд. Мы понятия не имели, что все эти группы одновременно что-то ищут. Все эти группы были разными, и все же они были в одном месте, поддерживая друг друга. Мы договорились, что за вечер будет только 2 группы, что каждая из них будет играть по 2 сета, потому что мы хотели играть больше. Группа Television была одной из первых исполнителей, выступивших в этом клубе. Там выступления Television стали культовыми для нью-йоркской рок-сцены 70-х годов. Постепенно их выступления стали привлекать значительное внимание. В частности, на них обратила внимание Патти Смит, начавшая встречаться с Верленом и благодаря этому решившая попробовать себя в музыке. Патти Смит как-то в своем обзоре написала о Верлене: «Играет на соло-гитаре с угловатой перевернутой страстью, как крики тысячи синих птиц». Верлен сыграл на гитаре на дебютном альбоме Патти Смит 1975 года «Horses», а также стал соавтором одной песни этого альбома «Break It Up». А в 1976 году последовали одноименные дебюты групп Блонди и Рамонес, которые были коллегами Television по выступлениям в клубе CBGB. Верлен и Патти Смит также совместно работали над сборником стихов под названием «Ночь». Как говорила Патти Смит о Томе, он парень, ради которого стоит потерять девственность. С музыкальной точки зрения Нью-Йорк середины и конца 70-х годов представлял собой широкую, открытую, безграничную игровую площадку, где новые идеи и эксперименты не только допускались, но и поощрялись. Такие группы, как New York Dolls, Suicide, Velvet Underground и еще до Television создавали что-то отчетливо нью-йоркское по звуку и стилю.
Здесь я предлагаю сделать небольшую паузу, чтобы уделить несколько минут истории самого музыкального клуба CBGB. За время существования клуба в нем выступали десятки групп музыкантов мирового уровня. Этот клуб вписан в историю развития рок-музыки и на сегодняшний день уже является его неотъемлемой частью. Этот клуб был открыт 10 декабря 1973 года Хилли Кристаллом в Ист-Сайд Виллидж на Манхэттене, Нью-Йорк. Раньше помещение этого клуба было байкерским клубом, а еще раньше дайв-баром. Буквы CBGB означали кантри, блюграсс, блюз. Именно с этими музыкальными стилями первоначально связывал в своих планах Хилли Кристалл будущее своего нового клуба. Но жизнь несла свои коррективы, и вскоре CBGB стал знаменитым и культовым местом выступления групп панк-рока и новой волны, включая Ramones, Television, Patti Smith Group, Blondie и Talking Heads, Dead Boys, The Police и многих других. Завсегдатаями клуба были заметные фигуры из мира искусства: Энди Уорхол, Малькольм Макларен, Уильям Барроуз. Владелец Хилли Кристалл ставил желающим выступать в его клубе только одно условие – только оригинальная музыка, никаких каверов. Это было похоже на среднюю школу рок-н-ролла. Внутреннее убранство клуба хорошо видно по фотографиям, а об остальном можно только догадываться. Над клубом располагалось дешевое однокомнатное общежитие, излюбленное место бездомных. И когда люди слонялись на улице, чтобы поболтать между группами и подышать свежим воздухом, им нередко приходилось уворачиваться от бутылок, падающих из окон наверху. Клуб стал местом, где молодые группы могли, выступая, вырабатывать свой собственный стиль игры. Клуб стал первым местом, доступным для выступлений музыкантов, находящихся в самом низу списка таковых в Нью-Йорке. Это было похоже на общий репетиционный зал, где можно было репетировать перед людьми и развивать свое мастерство. Значимой была и социальная сторона клуба. Он стал площадкой встречи многочисленных единомышленников для обмена идеями, вынашивания планов и начала творческих начинаний. Внезапно тот, кто считал себя в обществе одиноким инопланетянином, вдруг увидел, что он не один, что он в толпе ему подобных. И такой человек переставал ощущать себя странным, потому что в клубе было полно таких же писателей, фотографов, режиссеров, музыкантов, художников, скульпторов, драматургов и поэтов. К концу 70-х значительное число исполнителей, прописавшихся в клубе CBGB, уже играли в огромных залах и на больших площадках и были на пути к продолжительной карьере. К тому времени клуб изменился, вступив в эпоху, более определяемую хардкор-панком. Тогда же слово «панк» изменилось с маленькой буквы на заглавную. Сама атмосфера музыкального общества изменилась. Хардкор-панк был тяжелее, быстрее, агрессивнее, чем стиль музыки, который ему предшествовал. И это повлекло за собой энергетический сдвиг. Наступила золотая эра CBGB. После периода хардкор-панка клуб вернулся к более гибкой жанровой политике, приветствуя множество многообещающих новых групп. Хотя ему так и не удалось повторить пик середины 70-х годов, прежде чем клуб окончательно закрылся в 2006 году. В 2005 году, помимо обычно выплачиваемой ежемесячной арендной платы в размере $19 тысяч, CBGB был предъявлен иск о возмещении примерно $90 тысяч арендной платы, предположительно причитающейся арендодателю, коим являлся комитет жителей Бауэри. Отказываясь платить до тех пор, пока судья не признает долг законным, владелец клуба Кристалл утверждал, что его никогда не уведомляли о масштабном повышении арендной платы, накапливавшемся в течение ряда лет. Судья постановил, что долг является ложным и указал, что CBGB следует объявить знаковым событием, но отметил, что арендодателю не нужно было продлевать договор аренды, срок действия которого истекал. Арендодатель поднял стоимость аренды для клуба до $35 тысяч. Кристалл отказался платить такую арендную плату и должен был освободить помещение к 30 сентября 2006 года. Планируя перевести клуб CBGB в Лас-Вегас, Кристалл заявил: «Я заберу все, что смогу. Мы собираемся забрать и писсуары». Даже грузчики советовали Кристаллу: «Вы должны забрать все и продать с аукциона на eBay то, что вам не нужно.
Кто-нибудь обязательно купит. Многие панк-рок группы, которые играли в разные годы в CBGB, когда узнали, что он закрывается, решили поддержать клуб, в надежде, что это сможет предотвратить его закрытие. Были организованы последние недели концертов в CBGB. К этому подключились как новые, так и знаменитые группы и исполнители. Финальное шоу, которое транслировалось в прямом эфире на спутниковом радио Sirius 15 октября 2006 года, вела Патти Смит. Во время последнего выхода на бис известная поэтесса и рок-музыкант Патти Смит перечислила музыкантов и других музыкальных деятелей, которые выступали в разное время в клубе CBGB, но к моменту этого финального шоу уже умерли. После финального концерта клуб был закрыт. На его месте был розничный магазин CBGB Fashions. В его составе был и оптовый отдел, и интернет-магазин, но потом и он переехал на другой адрес. Затем модельер Джон Варватас открыл там магазин модной одежды, сохранив по возможности элементы внутреннего интерьера, развесив некоторые афиши, найденные за стеной во время обустройства магазина. Крестный отец панк-рок движения, владелец клуба Хилли Кристал, умер от осложнения рака легких 28 августа 2007 года. В 2011 году группа неизвестных инвесторов выкупила оставшиеся активы CBGB, включая связанную с ним интеллектуальную собственность и оригинальный интерьер. Образ CBGB, ставший культовым в американской популярной культуре, оставался легендарным. Клуб CBGB участвовал в рекламной кампании, показанной во время заявки Нью-Йорка на проведение Олимпийских игр 2012 года. Было выдвижение клуба CBGB в качестве знакового исторического места. В обзоре написали: CBGB была основана в 1973 году по адресу 315 Бауэри в бывшем салоне 19 века на первом этаже Palace Lodge House. Легендарное музыкальное заведение способствовало развитию новых жанров американской музыки, включая панк и арт-рок, которые определили культуру центра Манхэттена в 70-х и находят отклик до сих пор. В роли культурного инкубатора CBGB выполнял ту же функцию, что и театры и концертные залы легендарного прошлого района Бауэри. Клуб помогал продвинуть развитие музыкальной культуры вперед, а это именно то, что можно требовать от любого концертного зала. В 2013 году бывшее здание CBGB 315 Бауэри было добавлено в Национальный реестр исторических мест как часть исторического района Бауэри. Рэндаллом Миллером был снят художественный фильм о клубе CBGB и его владельце Кристале. Музыканты, выступавшие в клубе, на самом деле не находятся в центре фильма, за частичным исключением Dead Boys, саморазрушительная группа из Кливленда. Главный герой фильма – непостижимый, упрямый владелец клуба Хилли. В роли Хилли Кристала Алан Рикман. Фильм вышел в октябре 2013 года. От себя скажу, что фильм не является художественным шедевром, но интересен в освещении той эпохи и отражении духа времени развития новых течений в рок-музыке. Советую вам его посмотреть, если вас интересует такая тема. Этот фильм вы легко найдете в интернете, он и есть на YouTube.